Всем привет! Хочу рассказать об одном пугающем случае, который произошел со мной не так давно. На дворе стояла середина апреля, на улице заметно потеплело, и люди, как обычно, потянулись на свои балконы. Покурить, поговорить по душам и все такое прочее. Я всегда очень любила начало весны, когда каждой клеточкой тела чувствуешь, как меняется природа. Воздух становится легче и наполняется еле уловимым душистым ароматом. А первые дожди, запах мокрой земли и листвы, его ни с чем не спутаешь. В это время люди как будто просыпаются после долгой зимней спячки. Ну, думаю, вы и сами все это знаете. То, о чем я хочу рассказать, случилось именно в эту пору. И прежде чем приступить к основному, хочу кое-что рассказать о себе. Это важно, и сейчас вы поймете, почему. Я живу в старой хрущевке, в которой давным-давно жила еще моя покойная бабка. Проживаю здесь уже 5 с небольшим лет и знаю почти всех соседей. За это время новых жильцов в нашем дворе, можно сказать, и не прибавилось. Напротив, с каждым годом они все убывали. Никто как-то не стремился заселяться в спальный район, в котором основной контингент – это алкаши, да пенсионеры, доживающие свой век. Это я вам без шуток говорю. Каждые полгода какой-нибудь дед или бабуля отчаливали в мир иной, и это почти сразу становилось известно всем. Все дело в том, что у нас до сих пор сохранилась традиция оставлять крышки гробов перед входом в подъезд, ну или в самом подъезде. Если честно, мне это никогда не нравилось, но я уже привыкла. Хотя, как по мне, этот обычай довольно-таки мрачный и в чем-то даже жутковатый. Ну да ладно, речь не об этом. Как-то вечером мне приспичило посидеть на балконе, подышать свежим воздухом, посмотреть на людей, в общем, прогнать скуку. Было тогда около 11 часов вечера, может, чуть больше, уже точно не вспомню. Спать не хотелось, так как за весь день я как-то не успела устать. Уже давно работаю вахтовым методом, месяц через месяц. Мне так удобно, учитывая то, что человек я не слишком дисциплинированный. Из прежних работ меня часто увольняли за извечное опоздание. А тут отработал положенное время и гуляй себе целый месяц. Не знаю, как вам, а мне очень удобно. Ну так вот, стою, значит, наслаждаюсь весенним вечером, как вдруг до меня долетают обрывки слов двух девчонок, которые шушукали, сидя на лавке. Лавка-то стояла прямо под окном, а я живу на 2-м этаже. Если хорошенько прислушаться, то можно было услышать весь разговор, как будто ты стоишь рядом. Девчонок было 2, темненькая и светленькая, и одной и второй не больше 20 лет. Лично я их не знала, но много раз видела обеих в нашем дворе. Та, которая потемнее, заявила, что в соседнем доме происходят странные движухи. Сказала и тычет пальчиком в окна дома напротив. Тут я не выдержала и задала вопрос. «Девчонки, вы извините, что вот так влезаю, но что за движухи все-таки?» Брюнетка как будто ждала этого вопроса. Встав с лавки, она закурила и, задрав голову вверх, ответила. «Помнишь тетю Тоню с того дома, которая еще умерла полгода назад?»